Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой листик для розы крючком. Для этого я набрала 12 воздушных петель. Поскольку размеры листьев разные, вы можете набирать разное количество воздушных петель. И далее вяжем полустолбиками. Набрасываем нить на крючок и в третью петлю цепочки вводим крючок и нить рабочую вытаскиваем. И затем 3 петли на крючке провязываем в один прием. И так вяжем каждую петлю цепочки. Дошли мы до конца, и в последнюю петлю начала ряда вяжем 3 полустолбика. 1, 2, 3. И у нас уже получается разворот на другую сторону. Теперь вяжем то же самое полустолбиками, но только по другой стороне цепочки. Значит, набрасываем нить на крючок, крючок уводим в петлю, вытаскиваем рабочую нить и все 3 петли в один прием провязываем. Этот ряд мы тоже довязываем до конца. И затем в самый верх. В самую верхнюю петлю провязываем 3 полустолбика, тоже для разворота. 1, 2, 3. Затем опять вяжем эту часть листочка. Опять вяжем
полустолбиками. Ну теперь мы захватываем, крючок вводим в верхнюю часть петли. Этот ряд мы уже до конца не довязываем. Оставляем 2 или 3 петли недовязанных. Так, довязали. Вот остался недовязанный кусочек. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, делаем накид. И сразу же, вот первая петля у нас пойдет. Будем вязать опять полустолбики. Итак, мы дошли до края листочка. Дальше поступаем таким образом. Вяжем соединительную петлю, соединительный столбик. То есть крючок вводим сразу в петлю. Получилось 2 петли и провязываем их вместе. И в самый верх, в центр, вяжем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Еще один соединительный столбик в следующую петлю. Накид не делаем уже на крючок, просто крючок уводим в петлю. Нить вытаскиваем рабочую, вытягиваем рабочую и провязываем. И далее вяжем опять полустолбиками.
С этой стороны мы тоже не навязываем такое же количество петель, как и в нижнем ряду. Ну, это можно на глаз определить. Вот, смотрим. Еще надо одну связать. Один столбик. Довязали ряд. Делаем воздушную петлю подъема. Поворачиваем вязание. И то же самое проделываем с этим рядом. Тоже вяжем полустолбики. Ну вот, допустим, мы связали, значит, у нас первый был петля подъема первым, вместо первого столбика, полустолбика, затем 4 полустолбика. А сюда мы сделаем, свяжем 3 столбика с одним накидом. Три столбика с одним накидом. Затем опять полустолбики. Один. Два. Три. Затем у нас пойдут опять соединительные столбики. Значит, мы накиды не делаем. Один. Два. И в центр вяжем 3 соединительных столбика. Один. Два. Три. И дальше у нас опять в следующую петлю опять соединительный столбик. Затем идут столбики с одним полустолбики. Три столбика с накидом. И полустолбики опять идут. Один. Два. Три. То есть мы этот край опять до конца не довязываем. Опять делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и сразу же в первую петлю вяжем полустолбик. Один. Этот ряд мы уже обвязываем полностью только полустолбиками до низу.
Количество столбиков с одним накидом вы можете варьировать. Там уже на глаз определяете по виду листика, сколько вам потребуется. Итак, провязали петля подъема, далее столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, значит, полустолбиков провязали. И далее вяжем соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4. 4 соединительных столбика связали. И в центр вяжем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. И опять у нас пойдут 4 соединительных столбика. 1, 2, 3 и 4. И далее опять вяжем полустолбиками. 1, 2, 1. Так, это будет 2. Это будет у нас 3. Это 4. 5. 6. 7. Вот мы связали листик. В зависимости от того, как мы брали петлю, то есть за какую часть петли мы вязали, за верхнюю или за нижнюю дужку, у нас получились вот такие бороздки, как жилки на листике. А теперь я вам покажу, как сделать центральную. Итак, мы листик довязали. Теперь мы будем делать вот такую дорожку на листике. Так, вводим крючок в начало и в центр. Затем вытащили петлю. И затем вытаскиваем нитку и протягиваем через эту петлю. Опять вводим крючок под листок. Вытаскиваем нитку и вытягиваем. Вводим крючок, вытаскиваем петлю и протаскиваем через эту. Вводим крючок на левую сторону, вытаскиваем нитку и протягиваем. Так, видно? Значит, крючок через листик прокалываем на обратную сторону, захватываем нитку
и вытаскиваем. И протаскиваем через петлю. Значит, здесь учитывайте то, что стягивать сильно не нужно. И желательно, чтобы петли были одного размера. Итак, по центру идем вверх. Вытаскиваем петлю и протаскиваем через нижнюю. Вводим крючок насквозь, вытаскиваем нитку и протаскиваем через петлю. Так, видно? Вот вводим крючок, вот тут дырочки есть. Захватываем нитку с левой стороны и вытаскиваем. Вот так. Еще один нюанс. Если у кого-то не получится сделать вот, если у кого-то не получится сделать вот такие бороздки, можно проложить петельный ряд к другим выступающим частям листочка, вот сюда. Но только учтите одно, что петли должны лежать в одном направлении. То есть вы в любом случае должны будете либо нить отрезать и начинать снизу идти сюда и сюда, либо вот эту нить, если вы не хотите обрезать, провести здесь за петлями и начать отсюда. Ну, это некрасиво будет, уже будет там много переплетений. Ну вот, листочек готов. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.